Привет, друзья! Это будет третье видео из моей серии про вкус еды. Подробнее про вкус еды и про классификацию специй в моих предыдущих видео, ссылка где-то вот там вот в углу. А сегодня я вам кратко расскажу, как балансировать вкус еды и дам несколько примеров ингредиентов, которые можно добавлять в ваши блюда, чтобы компенсировать недостаток или избыток всяких разных вкусов. Как я уже рассказывал, вкус в еде делится на 5 основных категорий. Это будет соленость, сладость, кислота, горечь и умами. Про соль и умами я буду говорить вместе, так как у них очень много чего общего. И обычно, если у вашего блюда нет вкуса умами, это просто значит, что его, скорее всего, не досолили. В одну из этих же категорий мы также добавим пикантность. Это будет как один из таких способов, как балансировать сладость и наоборот. Некоторые из этих категорий могут балансировать другие вкусы. Вот, например, та же самая острота может использоваться для балансирования сладости, поэтому в восточных блюдах очень часто встречаются комбинации, знаете, таких сладко-острых блюд, да, они очень обычно популярны. И наоборот, если ваше блюдо получилось очень острое, то немного сладости в нем вам поможет его исправить, как бы, да. Также можно использовать некоторые из этих категорий для усиления вкуса других категорий. Вот, например, соленость в небольших объемах усиляет вкус сладости, как, например, в карамели или в сладком печенье. Соль также используется для балансирования и уменьшения горечи, вот как, например, в случае с брокколи или с брюссельской капустой. Да? И раз уж мы на теме соли, как я уже говорил в моих предыдущих видео, соль – это самый популярный, самый распространенный, практически самый дешевый усилитель вкуса. И если у вас получилось блюдо вялое, такое безвкусное, то, скорее всего, в нем просто соли не хватает. Ну, не надо кидаться и сразу же туда соль добавлять. Подумайте, может быть, есть какой-то ингредиент, который больше подойдет, чтобы дополнить тот профиль вкуса, который вы хотите получить. Вот можно взять какую-нибудь рыбу соленую, анчоусы, сыры твердые, соевый соус, рыбный соус, мисо, бекон, соленые овощи какие-нибудь типа огурчиков. Да, вот, кстати, попробуйте добавить мелко нарезанные такие соленые огурчики в картофельное пюре вместо соли. Получается просто замечательно. Также, если вот подумать, то все люди на соль реагируют по-разному, и поэтому очень часто в рецептах пишут соль по вкусу или специи по вкусу, да? Поэтому это нам говорит о том, что надо просто пробовать то, что вы готовите, и регулировать количество соли по вашему индивидуальному вкусу. И если вы блюдо пересолили не сильно, то можно попробовать добавить остальных компонентов вкуса туда: сладости, кислоты, остроты, и это вам должно немного помочь. Также можно замаскировать, например, не сильно пересоленные ингредиенты, если не досолить гарнир, например, подать слегка пересоленную курицу с пресным рисом, да? Но это работает только если пересолено совсем не сильно тогда. В случаях, когда пересолено сильно, единственный способ спасти ваше блюдо – это увеличить объем несоленых других вот ингредиентов. Например, больше воды в суп, или промыть рис, или замесить такой же объем пресного теста и все это перемешать, или в рагу добавить больше там овощей, больше других ингредиентов. Но тут у вас возникает как бы другая тоже проблема, так как вкус всех остальных специй тоже надо будет, соответственно, корректировать, да, потому что вы объем увеличиваете. Гораздо проще дела обстоят со сладостью. Как я уже говорил, рецепторы рта гораздо менее чувствительны к сладости, чем к остальным категориям вкуса. И получается, что сладость намного легче балансировать. Сладость, она уменьшает горечь и кислоту. Вот, например, горечь в шоколаде, и особенно вот очень ярко видно эта кислота, допустим, в сладких газированных напитках. Да? И если вам надо добавить сладость в ваше блюдо, кроме сахара и искусственных подсластителей, можно добавить, например, кленовый сироп, мед, варенье, патоку, бальзамический уксус, там, кетчуп или даже барбекю соус. И используйте ингредиент какой-нибудь, в котором много сладости естественным путем. Там морковь, лук, сладкий картофель, свекла, фрукты любые какие-нибудь, горошек сладкий тот же самый. Если делаете заправку для салата, добавьте в нее немного сладости для того, чтобы сбалансировать кислоту и жир от растительного масла. И если вы, например, жарите брюссельскую капусту какую-нибудь, да, или брокколи, так как они немного горчат, добавьте сладко-соленый барбекю соус. Если блюдо получилось очень острое, то немного сахара поможет вам это исправить. Если получилось очень сладкое и разбавить блюдо невозможно, то попробуйте добавить кислоты какой-нибудь, да, и увеличить другие вкусы. Вот, добавить немного острого перца, или лимонного сока, или яблочного уксуса. То есть в зависимости от блюда. Не добавляйте острый перец, конечно, в торт, вас не поймут просто. Да, вот возьмите немного каенского перца и добавьте его в горячий шоколад. Да, если не пробовали еще, очень-очень-очень вкусно. Не пытайтесь исправить также очень сладкое блюдо с солью, потому что как бы соль, как я говорил, усиляет сладость, и у вас просто получится еще хуже. Насчет кислоты. Кислота с едой просто творит чудеса, да, как вы
сами наверняка знаете, она добавляет радость в еду. И вот это вот самое главное. Но кроме этого, она еще уменьшает и маскирует сладость, горечь и остроту. И усиляет соленость. Вот, например, сладость меньше чувствуется в той же банке колы, так как там добавлено довольно много кислоты. На острое рагу или карри всегда сверху кладут немного йогурта для того, чтобы облегчить блюдо, во-первых, ну и во-вторых, чтобы притупить остроту. И если вам надо добавить кислоту в ваше блюдо, попробуйте сок цитрусовых, лимон, лайм, апельсин, всякого рода уксусы, их бывает там миллион разного вкуса, или то же самое вино. Да? Вот из ингредиентов можно добавить помидоры, томатная паста, йогурт, сметану, соленья какие-нибудь кислые, типа огурчиков тех же. Вот ложка яблочного или даже нейтрального вкуса обязательно улучшит ваш суп. Попробуйте пару капель лимона на жареных овощах. Кислота, она уменьшит ощущение жирности соуса, да, и придает вашим овощам такую свежесть. И если ваше блюдо получилось очень кислое, самый лучший вариант – это добавить что-то сладкое, соленое или увеличить объем остальных некислых ингредиентов. И поэтому, например, в томатные соусы очень часто добавляют морковь, для того, чтобы сбалансировать кислоту помидоров сладостью моркови. Да? Соль, она отлично маскирует кислоту, поэтому в барах ободки стаканов для всяких кислых коктейлей, да, обычно вот типа маргариты, да, их часто окунают в соль. А про горечь. В общем, горечь мы в блюдо добавлять не хотим, как бы, да. Ну, а она все равно важна, так как она балансирует соль и сахар. И если вам надо все-таки добавить горечь в еду, подумайте, что больше подходит вашему блюду. Какой-нибудь какао, кофе, шоколад, грейпфрут или его сок, там, пиво. Или, может быть, это брокколи, шпинат, окра, радикио, или даже, может, молодые одуванчики. И специи это может быть паприка, или кумин, или кайенский перец. Если ваше блюдо получилось очень горькое, попробуйте добавить кислоты, типа лимонного сока или йогурта. Да? И это если оно изначально так было не смертельно горько. Также можно попробовать добавить сладости. Она очень сильно помогает против горечи, особенно в сочетании с кислотой. Ну и пару примеров. Попробуйте какой-нибудь сладко-солено-кислый винегрет. Вот как в этом рецепте здесь вот в углу. Вот этот винегрет на салате со шпинатом и радикио. Или попробуйте брокколи просто вот пожарить с бальзамическим уксусом и темным сахаром и солью. Ну и, наконец, пикантность, или давайте будем ее остротой называть. С остротой очень просто все. Если вам нравится острота в вашей еде, то добавляйте остроту. Если она вам не нравится, то, естественно, не добавляйте. Пикантность в еде, она вызывает выброс в кровь всяких гормонов счастья, да, от которых становится приятно, типа допамин. И поэтому эта дорога, она ведет только в одну сторону. Чем больше вы остроты в вашей еде, тем вам ее больше в следующий раз хочется. И если вы вообще острое не едите, то возникает проблема, так как огромное количество всяких вкусненных блюд вам сразу же становится недоступным. Но если вам надо все-таки добавить остроту в еду, самый чистый способ – это будут специализированные соусы на основе чистого капсаицина. Капсаицин – это такое вещество, которое создает ощущение остроты на рецепторах нашего рта. У меня вот был соус около 200 тысяч по шкале Сковиля. Есть такая шкала, по которой меряют остроту. Так вот, одной капли этого соуса хватало на такую 5-литровую, наверное, 2 капли соуса на такую 5-литровую кастрюлю борща. А под конец банки я уже просто на хлеб намазывал и ел. Вот это вот про дорогу в один конец, кстати, да. Остроту также можно добавить с помощью всяких острых соусов, но учитывайте, что обычно они очень все сильно соленые, к тому же. И острота есть там в хрене, в горчице, в арugуле, в редиске, в очень многих ингредиентах. Если блюдо получилось очень острое, добавьте кислоты, типа лимонного сока или что-нибудь сладкое, сахар какой-нибудь или сироп. Также можно увеличить объем блюда. Ну, если объем блюда увеличить невозможно, попробуйте выбрать и добавить, что больше подходит из таких ингредиентов, которые можно было бы туда добавить, которые бы вам помогли. Например, как кетчуп, майонез, сметана, кокосовое молоко, йогурт, обычное молоко, сливки. Подумайте, кстати, можно ли добавить эти ингредиенты блюда в чистом виде, или, может быть, лучше на их основе сделать неострый соус и подать его вместе с блюдом. И когда блюдо сбалансировано, ни один вкус не должен там полностью доминировать. Да? Они должны все работать вместе, чтобы ваша еда была звездой на вашей тарелке. Ну вот и все, как бы на этом про вкусы закончим. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы еще не подписаны, посмотрите мои другие видео, подумайте, может вы захотите подписаться. Ссылки на предыдущие эпизоды про вкус еды и про вкус специй где-то здесь будут. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Всем пока.